Смерть пожилого Антония удивила всех, ведь мужчина, несмотря на свои 70 лет, чувствовал себя отлично и выглядел гораздо моложе своего возраста. Он постоянно занимался спортом, его энергии могли позавидовать 30-летние парни, но тем не менее возраст взял свое. Антония скончался от острой сердечной недостаточности. Они со своей женой Еленой состояли в браке уже почти 50 лет, при этом были достаточно богаты и проживали в большом доме. Но так как они не могли иметь детей, то их верным другом и членом семьи была их молодая горничная Сара, которой они завещали все свое имущество. Для супружеской пары она была как дочь, которой у них никогда не было. Когда супруг умер, Елена была убита горем, но Сара всегда была рядом и поддерживала женщину. Елена решила устроить для прощания со своим мужем роскошную церемонию, чтобы все запомнили, каким был Антония. Известие о его смерти быстро облетело округу, их семью знали и уважали. Она считала, что ее супруг достоин самого лучшего. На похоронах было очень много гостей, в том числе самые высокопоставленные и известные. Люди города. Безусловно, их семья обладала огромным авторитетом. Пожилая женщина была безутешна. Ее верная помощница была с ней каждую минуту, обнимая и утешая женщину. Перед тем, как гроб собирались опустить в яму, Елена попросила у могильщиков в последний раз посмотреть на своего мужа. Она открыла верхнюю и нижнюю крышку гроба, чтобы увидеть тело любимого человека полностью. В этот момент она увидела на рукаве рубашки незнакомую ей запонку. Это привлекло ее внимание, и она присмотрелась ко второму рукаву, на которому, к ее удивлению, ничего не было. Все. Еще пребывая в шоке от боли потери, Елена вдруг вспомнила, что она уже видела эту запонку раньше, и она точно не принадлежала ее мужу. Женщина засомневалась, что же делать, но недолго думая поняла, что прежде, чем похоронит супруга, должна разгадать эту странную загадку. Она приказала могильщикам остановиться и попросила вернуть тело любимого мужа в морг. Елена буквально за секунды поменялась в лице, из выражения скорби ее лицо стало выражать сожаление и обиду. Гости стали переглядываться, никто не понимал, что же произошло. Многим показалось это безумием, но некоторые решили, что это всего лишь реакция на боль, отрицание происходящего, и женщина хочет просто иметь возможность видеть мужа еще несколько дней. Как бы не было похороны. Закончились, и люди в недоумении стали расходиться. Вдова никому ничего не сказала, даже своей любимой, горничной Саре, от которой они с мужем уже давно абсолютно ничего не скрывали. Сара настаивала, чтобы мужчину похоронили и позволили ему покоиться с миром. Но Елена категорически отказалась, и хотя работники похоронной компании тоже спрашивали, что случилось и уверена ли она в том, что делает, женщина попросила их сделать так, как она хочет, пообещав заплатить им вдвойне. Также и Елена уточнила, что муж должен лежать в таком морге, откуда она сможет забрать его в любой момент. Елена поблагодарила всех тех, кто пришел проститься с ее мужем, извинилась и сказала, что на самом деле ее решение вызвано очень серьезными причинами, и она предупредит всех, когда состоятся официальные похороны. Все присутствующие высказали ей свои соболезнования, и женщина направилась к автомобилю. Сара потеряла ее из виду, она взяла такси и направилась в дом хозяев, но к ее удивлению, вдова уже переоделась и куда-то уехала. Причем она не стала брать водителя, а сама села за руль. Это было не похоже на Елену, она очень редко водила автомобиль, но сегодня она не хотела, чтобы кто-то увидел, куда она направляется. Через 20 минут Елена прибыла в место назначения. Это был невысокий многоквартирный дом. Елена поднялась на 3-й этаж, достала из сумочки ключи, открыла дверь квартиры, в которой она раньше была всего несколько раз. В квартире царил порядок, но Елена стала перерывать все вокруг в поисках ответов на свои вопросы, и очень скоро она их получила. В одном из ящиков в спальне она нашла небольшую шкатулку. Открыв ее, Елена обнаружила вторую запонку, которой не хватало на рубашке ее мужа. В шкатулке также была записка, прочитав которую Елене, наконец стало все ясно: любимый Антония, этот подарок я приготовила для тебя. Я с нетерпением жду, когда ты наконец овдовеешь и нам больше не нужно будет скрывать наши чувства. С любовью. Твоя Сара. Елена кипела внутри. Она находилась в квартире, которую когда-то они подарили своей горничной Саре. Она вспомнила, как однажды случайно зашла в комнату своей верной помощницы и увидела эти запонки. Она спросила тогда, чьи это запонки, и та ответила,
что купила их для любимого человека. Эти слова и записка дали понять женщине, что ее супруг вовсе не был тем верным и безгрешным мужчиной, каким она его считала, а ее помощница не была для них как дочка. Они просто смеялись над ней, надеясь, что она как можно скорее умрет. Раньше Елена не раз замечала, как заботлив к Саре был ее муж, но всегда списывала это на отцовские чувства к молодой 27-летней девушке, но оказалось, это были абсолютно иные чувства. Как же я была глупа, они только и ждали, когда я помру и можно будет больше не скрывать любовную связь, проговорила про себя Елена. Елена расстроилась еще больше, чем на похоронах, взяла запонку и положила ее в сумку, вернулась домой спокойная и сосредоточенная. На следующий день обманутая вдова направилась к семейному адвокату и изменила завещание. После смерти мужа она единолично владела всем, а вот уже после ее смерти все их имущество и состояние должны были отойти Саре. Но не сейчас, по новому завещанию она разделила все имущество между своими работниками, исключив из списка Сару, а также приказала забрать у нее подаренную квартиру, которая, к счастью, не была оформлена на нее. Когда все бумаги были оформлены, она позвонила в похоронную компанию и приказала, чтобы тело ее супруга было помещено в самый простой гроб, в которых хоронят бедняков, а сами похороны должны были пройти на другом кладбище. Когда Сара пришла на объявленные похороны, она обнаружила только Елену и могильщиков. Она не могла понять, что происходит и что делает ее любовник в таком страшном гробу. Ее также удивило, что никто не пришел на это кладбище, так сильно отличавшееся от того частного, на котором его должны были хоронить днем раньше. Елена снова открыла гроб, достала вторую запонку и передала ее Саре, добавив: «Тебе не кажется, что тут чего-то не хватает, дорогая?» Девушка побледнела, осознав, что Елена, считавшая ее своей дочкой, знает всю правду. Сара не выдержала взгляда женщины и убежала. Елена же не стала дожидаться погребения мужа и ушла. Она не находила в себе сил простить Антония. Вся ее прошлая жизнь в одно мгновение превратилась. В пыли нужно было начинать новую. Вот такая грустная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.